Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами разберем крой платья, которое я шила для своей клиентки несколько лет назад. Модель этого платья до сих пор актуальна. Это классический вариант пышного вечернего платья на корсете. Я нарисовала эскиз этого платья. Здесь у нас на плечах бретель, корсет с уголочком по низу и пышная юбка. Начинаем работу с корсета. Нам нужен корсет, который имеет длину ниже талии. Мы должны сделать его вот таким образом. Убрать нижний край, сделать уголок. Итак, приступаем. Вот наша выкройка. Выкройку классического корсета ниже талии вы можете найти на сайте нашей школы. На выкройке обозначена линия талии на всех деталях. Также выкройка имеет припуски 1 см по всем швам, по всем сторонам. Передняя деталь у нас одна со сгибом. В остальных деталях везде припуск 1 см. Все это указывается в описании к выкройке. Итак, начинаем моделирование корсета. От талии по боковой линии переда вниз опускаем 5 см, ставим точку. И теперь будем изменять нижнюю линию переда. Соединяем детали вот таким образом по линии талии. И проводим линию к центру переда, максимально сколько мы хотим сделать уголочек. После этого мы должны сделать с вами сопряжение деталей. Мы на расстоянии от среза 1 см измеряем длину. Эту же длину мы должны проконтролировать или перенести на соответствующую деталь. То есть от линии талии мы измеряем на третьей детали и переносим это расстояние на вторую деталь. И также мы поступаем со следующим срезом. На расстоянии припуска 1 см мы измерили. Теперь это же значение мы переносим на соответствующую деталь, поставили точку. И уже от этой точки мы будем соединять с уголком. При сшивании наши детали будут точно совпадать. Переходим к спинке. То же значение, что и по переду бока, мы переносим на бок спинки. Так, 5 сантиметров у нас здесь. Промерили. Далее. По центру спинки я добавлю к этому значению 1 см. И у меня получится 6 сантиметров. Так. И в районе выточек это будет где-то 5,5 сантиметров. Средняя арифметическая. Между 5 и 6. Обязательно промеряйте эти длины от линии талии вниз. Они должны сопрягаться. Вот так очень просто мы с вами изменили выкройку корсета. Переходим к юбке. Юбка у нас пышная, объемная. Если вы хотите, чтобы она держала эту пышность, вам обязательно нужен сюда подъюбник. Мастер-класс по подъюбнику для пышных платьев также вы можете найти на сайте нашей школы. Итак, из чего же состоит эта юбка? Верхний слой это фатин или еврофатин. Он 3-метровый. Я отрезаю 3 длины юбки. То есть я делаю 3 полотнища 3-метровой ширины. Значит, допустим, длина юбки 110, я отрезаю 3 3-метровых полотнища длиной 110. То есть наша юбка состоит из 9 метров сетки. Вот здесь у нас проходят швы соединения.
Тут 3 метра, тут и тут 9 метров. Здесь у нас центр переда. Здесь спинка. То есть мы сшиваем эту юбку, и у нас получается вот такая юбка 9 метров длины. Теперь мы должны просчитать перепад длины на корсете относительно бока и центра. По боку у нас длина 5 сантиметров, а по центру 10. То есть разница длин у нас получается 10 минус 5, 5 сантиметров. То есть мы с вами на юбке должны убрать 5 сантиметров по центру. Откладываем по центру переда вниз значение 5 сантиметров. Теперь, чтобы найти линию бока, мы должны между центром переда и центром спинки разделить расстояние пополам. Вот здесь у нас проходит линия бока. И от этой точки, от верха к центру переда, вот так проводим линию. Вот наш уголок лишний мы отметили. Также на второй половинке я отмечу. Вы делать будете это все в сгибе. Уже сшиты между собой полотнища вот так. Вот это мы срезаем излишек. И вот такая у нас получается юбка. Обязательно поставьте метку центр переда. И нижняя юбка непрозрачная, которая под сеткой, должна иметь крой солнца. Для того, чтобы она хорошо одевалась на подъюбник и имела красивую форму. Как выкроить юбку солнца, вы наверняка уже знаете, потому что смотрели мои мастер-классы. Бретель также вы можете найти. Есть у меня такой ролик «Бретель на плече», макетирование, а также под ним есть ссылочка на скачивание бесплатной выкройки бретели. Друзья, я думаю, что я ответила на большинство вопросов по крою таких платьев, которые вы часто мне задаете. Если вам был полезен этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Юлия Чумакова.